Всем привет! На связи Ольга Старшая. И сегодня мне захотелось сделать какой-нибудь шмот на вот этого вот азиатского мальчика. Так, с чего начнем? Начнем с тра-та-там. Начнем вот с такой штуки. Так, где же это? Так, вот это. Да. Для начала сделаю я такую полосу, где я хочу разместить пояс у парня. Так, да. Да-да-да, чтобы он нигде не елозил. Начнем с брюк. Так. Давайте-ка сделаем высота 4, так, 4,5, ширина 40. Ага. Так, 4,5, ширина 40. И отразим. Сделаем симметричную. Как это называется? Симметричную деталь. Хорошо. Так, я люблю, когда мне показана толщина ткани. Shift F. Угу. Так, N. Сшиваем вот эти две вещи. Два краешка. И давайте сразу пришьем к аватару. Так, вот здесь. Attach to аватар. Так, я хочу пришить вот это сюда и вот это сюда. И тогда у нас сошьется пояс не только вокруг аватара, но еще и пришьется к аватару. Оу. Это было больно. Еще раз. О. А к аватару он не пришился? Или не пришился там, где надо? О. А тут вроде пришелся. Ну-ка. Угу. Так. Пояс можно вертеть вокруг этой линии, чтобы он стоял как подобает. Давайте Ctrl-H, чтобы усилить. Так. Угу. Все. Хочу пояс сделать усиленным. Для этого мне понадобится... Наверное, я сделаю клон. Или просто... Я сделаю жесткую присед жесткой ткани, лизер. Так, это не в материале, а в физических свойствах. Присед у нас есть где-то здесь жесткий лизер. И посмотрим, что получается. Угу. Давайте сразу уменьшим до 10. Я не люблю работать с крупным particle distance. Так. Ага. Skin offset. Давайте-ка на единичку уменьшим. Так, отлично. Все, пояс у нас пришит, полдела сделано. Теперь делаем штаны. Штаны я буду сейчас сочинять, как бы так сказать, по ходу пьесы. Так, что у нас с попой аватара? Вроде бы ничего. Хорошая попа. Не люблю, когда прям худая. И на ней тогда штаны не очень хорошо смотрятся. Хорошо. Так.
Первым делом, наверное, я сделаю манжеты. Для этого еще одну ткань сделаю. Как манжеты будут? Я не помню. Наверное, кафс. Так. Секундная пауза. Сейчас я отвлекусь, посмотрю, как будут манжеты. И вернусь. Я не люблю называть ткань просто словом фабрик, потому что непонятно, к чему эта ткань относится. А каждый раз ее тыкать. Ага, кафс, да. Так. Это у нас будут манжеты. Для начала, наверное, я бы забрала сюда что-то вязаное. Наверное, рибану какую-то. Даже можно из библиотеки попробовать. Риб. Какая у нас есть рибана? Слушайте, отлично. Давайте вот ее сюда. Так. Вот мы ее и используем. Так. Единственное, что чтобы нам виднее было все это, давайте сделаем посветлее. Не такое черное. Так, и реколор. Да. Все. Манжеты. Примерно. Так. Давайте я сделаю сначала 30, а высотой пусть будет 15. Что мы с этим кусочком делаем? Shift F. Так, давайте расположим его как-то поближе. А все для этого нужно покрутить. Ага. И чуть-чуть сюда. Пониже. Отлично. Так. Сшиваем. Симулируем. Так. Широковато. Окей. Возвращаемся. 25. Ага. Так уже лучше. И у нас не хватает particle distance. Для того, чтобы он вел себя по-другому. Хорошо. И манжеты у нас должны быть эластичные. Для этого мы сделаем здесь... Ты что, warp? Не, вот здесь, left. Где-то на 80. Оба! Прекрасно. Теперь посмотрим, как у нас шов располагается. Так, давайте на 90 ослабим. Угу. Так, фабрик. Текстуры пока убираем. Ctrl-H. Так, еще раз. 100. Так, во. Давайте расположим, пока оно жесткое. Потом на 90 убрали. Отлично. Так, это рибана и... Нам нужно и толщину задать. Где-то 2 миллиметра, потому что оно вроде как двухслойное. Или
Да, рибана вроде как двухслойная обычно делается. Хорошо. Теперь Ctrl-D, чтобы сделать зеркальный манжет. Отлично. Так. На цвета внимания не обращаем, но пока я работаю просто с формой, и мне цвета не очень важны. Хорошо. Теперь делаем базу наших брюк. Не брюк, а штанов. Брюки — это классические штаны. Так. Я буду ориентироваться так, чисто визуально, на... Так, давайте 95 сделаем. С маленьким запасиком. Мгм. Как нам сориентироваться с глубиной штанов? Так, вот это немного поднимаем. И примерно вот эту точку смотрим. Надо даже немного ниже, где-то здесь. Так, X. Ну, давайте пока 25. И здесь тоже. Так, теперь ширина. Если это 40, то нам нужно с каким-то запасом сделать. Пусть будет 50. Так. Так. Shift F. Ну, давайте так расположим. Так, пришивать мы будем сюда. Примерно вот что касается... Давайте офсет сделаем побольше. Так, примерно мне это нравится. Ширина. Угу. Теперь, что нам надо еще сделать? Ставим точку абы где, тут тоже, в принципе, и делаем вот что. Вытаскиваем точку сюда. Alt-T, это у меня такие назначены горячие клавиши. Так, Q. Давайте для начала 10. Здесь то же самое. Alt-T. Q 10, только в другую сторону. Окей. Что это я такое сейчас сделала? Это у нас будет сюда загибаться. Так, я сразу хочу сказать, что я никакой не профессиональный конструктор. Я знаю базу, как строятся подобные вещи. Но я это делаю больше по наитию какому-то, чем как бы это как правильно должно быть. Насколько я помню, вот эта часть, вот этот загиб должен быть больше сантиметра на 2. Задний. А зад у нас где? Вот здесь. Тогда что мы делаем? Не совсем понятно. Или спереди убрать больше, или здесь добавить Q. Ну, давайте сделаем так. 8. И нам нужно, чтобы сходилось вот это и вот это. Так, 7,46. Q. 7,46. Только с какого боку? Давайте вот так будем делать. Хорошо. Так, здесь add internal is align по 1,5 сантиметра, и мне нужно таких 3 линии. И здесь нам нужно 2. Так, и давайте пришьем. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Теперь это с этим. Это такая грубая примерка.
У нас пояс никуда не уехал. Ой, Ctrl-K. Ой, что я сделал? Заморозим. И давайте заморозим вот эти штуки. Заморозили. Пробуем сшивать. Да, сюда. Надо материал Default Fabric. Потом я его настрою, что там мне запрещает. Пока так. Сразу 10 Particle Distance. Так. Для того, чтобы вот здесь вот что-то тут не бугрилось, надо настроить швы. Тюрнет. Ну, здесь автоматически тюрнет проставлено. Окей. Поскольку я хочу имитировать трикотаж. Вот этот клюв, который у меня постоянно происходит. Я, кажется, знаю, как с ним побороться. Ну ладно, это мы попозже. Для начала посмотрим. Мне здесь... Так. Мне не очень нравится вот это натяжение. По-моему, здесь что-то не хватает. Давайте сделаем так. Это у нас зад. Пусть он будет 12. А это будет 10. Сейчас перепроверим вот эти штучки. Так, 7,73, 7,71. Давайте еще раз. Q 7,71. Окей. Так, вот. Мне хочется, чтобы здесь было больше пространства. Так, давайте усилим. Угу. Хорошо. Так, вот здесь должно быть не вот так вот ровненько, должно быть не так. Сейчас Alt-C. Ага. Должно быть как-то вот так вот. Да. И это должно быть пришито вот к этому. Вроде так. Окей. Возможно, я еще уменьшу ширину вот этого вот всего счастья. Ну, в целом так. Так, теперь мне не нравится вот этот клюв, который внутри там происходит. Давайте аватара я выключу. Теперь видно хорошо. Вот этот клюв мне не нравится. Надо его, как бы это сказать, избавиться от него. Как нам это сделать? Вот здесь, кстати, видно, что из-за наклона, вот здесь есть маленький наклончик буквально. Q. Давайте изменим. 24. Вот. Вот здесь уже что-то нормальное получается. И здесь 24, даже мало, 23. Вот теперь это на что-то похоже. Теперь нам нужно сделать сглаживание. Smooth Curve. Угу. Прекрасно. И здесь то же самое. Smooth Curve. Думаю, что до упора можно. Хотя, возможно, и нет. Ну ладно, давайте проверим так. Так, а дальше Ctrl-D, чтобы сделать симметричную деталь. И пришиваем свободным сшиванием вот эту часть. И вот эту часть. Смотрим, что получилось. Отличненько. Так, сверху мне относительно нравится, но мне не нравится
Вот здесь должна же быть типа резинка, стяжка. И мне не нравится, что тут вот этой стяжки и как бы и нету. Ам, Это можно решить двумя способами. Первое — расширить всю штанину. Например, сделать на 5 сантиметров ее больше, например. Так. Давайте усилим, чтобы это... Мгм. Вот это мне больше нравится. Второе. Это сильно не прибавило здесь, как бы это сказать, складок. И это решается количеством полигонов. У нас есть такая галочка Subdivision. И высоту набираем. Давайте делаем 50 миллиметров. И тут в миллиметрах значение. Опа. И вот у нас появились складочки. Так, мне не хочется, чтобы у меня вот здесь, кстати, здесь тоже нужно сделать такой же Subdivision. Но я думаю, что на высоту 30 хватит. Мне не хочется, чтобы здесь были такие прям шаровары, поэтому 7,71, да. Давайте сделаем вот эту часть поменьше, где-то, причем в 2 стороны. Она сейчас 55, давайте уберем где-то 10 сантиметров, 45. И посмотрим, как себя будет вести. Ага, и еще, это же у нас типа резинка, надо дать ей тоже просимулироваться. Что мне не очень нравится сейчас, на данный момент, штаны какие-то слишком мелкие. Они подразумеваются, что должны быть спущенные, приспущенные, поэтому, наверное, вот эту вот всю часть нужно где-то прибавить сантиметра 5 глубины. Да, вот теперь уже что-то. Так, я хочу сделать штаны, чтобы сверху меня, в принципе, устраивает размер. А вот снизу мне еще хочется меньше сделать. Так, давайте сделаем 35. Рискнем здоровьем. Глянем, что получилось. Так, значит, что у нас здесь происходит? Вот здесь вот у нас тоже клюв получается, потому что вот этого изгиба недостаточно. Ух ты ж. Так, я не люблю такое. Remove all car points. C. Давайте еще так вот сделаем. Так, уже на что-то похоже. И смотрим. Хорошо. Так, из-за такой длины штаны вот здесь у нас будут в натяг. Давайте сделаем следующее. Так, у нас здесь длина изменилась, да? Q. Ну, я думаю, что здесь точно должно быть где-то 75. Q. 75. А здесь, как и было, Q. Давайте сделаем 40. Так, еще раз вот это заморозить. Это усилить. Подтягиваем. Вон что у нас произошло. Давайте перешьем. Просто. Что-то оно пожевалось. В ноги залезло. Прошло сквозь аватар, что нам совсем не надо. Так, чтобы вот этим долго не заниматься,
Еще раз Shift-F. Перепрошьем это. Так, и... Мгм. Не получается. Давайте с одной разберемся. Штука. Она еще и стала не так, как нужно. Ладно. О, блин, все равно. Ладно, давайте так. О же горе какое. Ладно. Где тут офсет? Так, это вообще туда, куда надо? Пришивается. Нет, не туда. Не в ту эту. О, вот теперь все правильно. Так, офсет. Чуточку. Так. Так. Чтобы у нас вот здесь вот ничего так вот не вылазило, давайте настроим Set Sublime. Так. Это у нас вот это, да? Зеркалим. Угу. Еще раз перепрошиваем. Так, и у меня опять штаны заехали в аватара. Ну ладно. Хоть ты что хочешь им делай. Пробуем так. Может освободиться. Освободилась. Отлично. Спасает только вот это вот усиление. Так. Теперь я вижу, что у меня вот эта линия. Эх. Какая-то не такая. Теперь лучше. Хорошо. Пришиваем. Вроде ровно. Отлично. Так. Что у нас за ткань для штанцов должна быть? Такая, которая не сильно падает. Так. Опять. Так, еще раз 30. Так. Я хочу, чтобы у меня штаны были вот такие. Да. Так, красота моя, что с тобой тут случилось?
Ой, заживала, да? Бывает. Пропустить. Так, отлично. Так, все, мне нравятся длинные манжеты. Отлично. Так, ну это же еще не все. Это у нас база. М, Что у нас тут за ткань? Ага, тут что-то шов тут крутился. Надо вернуть его на место. Мгм. И тут неплохо. Так, если нам уменьшить particle distance... Ой, не то. Ам, Так, где я вообще? Почему? Во. До 5. Что у нас будет? Вообще неплохо. Прям мне нравится. Так, друзья, я, наверное, буду записывать серию видео, потому что вряд ли кому-то сильно хочется смотреть 2-часовые видео. Поэтому на сегодня первая серия закончена. И ждите продолжения. Подписывайтесь на канал. В ближайшем будущем выйдет следующая серия про то, что я тут задумала. Ну а пока результат у нас такой. Опа. Давайте отключим. О, так вот, чтобы было видно. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Здесь, ну, я во всяком случае собираюсь записывать много чего интересного. С вами была Ольга Старшая. Всем пока.